Друзья мои, всем доброго дня! Вы на канале Акер-Механик. Сегодня хочу с вами поделиться решением одной неисправности, в процессе из-за которой у автомобиля частенько пропадает тяга, иногда высвечивается check engine, и в памяти периодически, кстати, удаляемая ошибка, висит ошибка по заслонкам впускного коллектора. Это касается многих современных немецких автомобилей концерна Volkswagen, BMW, Mercedes, некоторых японских, каких-то Toyota последних моторов. В чем причина? Смотрите, у вас пропадает тяга и висит ошибка по клапану адаптации, по адаптации клапана впускных заслонок, впускного коллектора. Отдельно, как правило, многие едут на сервис и говорят, что это периодическая ошибка, либо вообще просто отказываются делать, либо склоняют автовладельца к покупке нового впускного коллектора, потому что он продается только в сборе, потому что у многих моделей есть такая болезнь, особенно у Мерсов, собственно, и у Volkswagen на огромных пробегах, например, поколений мотора там Gen 2, когда эти заслонки, шток заслонок, он просто тупо на пробегах где-то за 200, он разбалтывался, и нужно покупать было новый коллектор, а он стоит от 20 тысяч и выше. То есть вынуждают человека покупать новый впускной коллектор. Так вот, зачастую именно вот такая ошибка, особенно когда она периодическая, она не подразумевает под собой замены впускного коллектора как такового. Вы это можете легко проверить, и я вам покажу, как это делается, и вы сэкономите, в принципе, большие деньги и сможете это устранить своими руками. Или, в принципе, человек, которому вы доверяете, у которого руки растут из того места, откуда нужно. Погнали! Итак, друзья, думаю, что всем автовладельцам, которые смотрят подобные видео на моем канале, не нужно рассказывать, что такое впускной коллектор. Он присоединяется к головке блока цилиндров, с помощью которого подается топливно-воздушная смесь. Да? Так вот, в многих современных автомобилях впускной коллектор имеет так называемые впускные заслонки, которые изменяют тракт впуска, а именно, скажем, его положение, что влияет на воздушную смесь, на приемистость автомобиля, на его экономичность и так далее. Эти заслонки висят на общем штоке и имеют управление. На последних версиях двигателей они имеют электронно-электрическое управление, то есть нету никакой пневмосистемы. На автомобилях постарше есть пневмосистема, которая управляется с помощью вакуумного насоса, да, а управляет этим всем клапан, либо электропривод. Естественно, все это питается электричеством, все это находится в очень агрессивной среде, в не очень маленькой температуре, то есть температуры в районе 90 градусов, да, и со временем происходят различные окислительные моменты. В первую очередь, что вы должны проверить, чтобы понимать, что вам не нужно покупать сам впускной коллектор в сборе, а он идет в сборе, то есть отдельно запчастей с этими заслонками не существует. У каждого впускного коллектора с изменяемой геометрией есть так называемый шток и есть привод. Так вот, привод находится либо справа, либо слева, как правило справа, потому что с другой стороны находится потенциометр, который следит за тем, что правильно ли ходит шток и есть ли у него какой-то люфт. Если у вас просто недостоверные сведения, то вы должны проверить, как у вас ходит шток. Если шток ходит без заеданий и отскакивает, так сказать, у вас, то вы в первую очередь на более старших автомобилях проверяете, до 10 лет проверяете именно вот этот клапан управления вакуумным приводом, да, он стоит в районе 1200 рублей, снимаете этот клапан, продуваете. Старых поколений у этого клапана есть фильтр, на новых поколениях у этого клапана специально сделали, чтобы не было проблем с загрязнением этого клапана, он идет сразу в воздушный короб воздушного фильтра двигателя, он не загрязняется. То есть эта проблема решена. На старых моторах больше 10 лет этот фильтр встроен в сам клапан, поэтому он частенько выходит из строя. И снимаете этот клапан, он висит, как правило, на двух усиках, проверяете штекер, там очень агрессивная среда, я сейчас попадаю, как правило, стоит со стороны радиатора, поэтому воздушные потоки, естественно, особенно в мегаполисах тех Москвы, Санкт-Петербурга и больших городов, где льют химию на дорогу, все это окисляется,
и, как правило, после ревизии клапан сразу же оживает. Если же нет, просто покупаете этот клапан, как правило, он стоит 1000-1500, максимум 1000 рублей. На каждую модель, естественно, он идет свой, и проблема с впускным коллектором будет решена. И да, ребят, еще немаловажный момент. Эта запчасть является неотъемлемой частью, важной частью работы двигателя. Поэтому она относится к категории, когда адаптирование этой запчасти происходит автоматически. Не нужно делать никаких манипуляций, там диагносту, супердиагносту и так далее. Блок управления двигатель сам адаптирует данный клапан и привода заслонок, даже если вы этот клапан поменяете. Поэтому, если вас будут спрашивать деньги за адаптацию данного клапана, то посылайте всех подальше, потому что все это двигатель вам сделает самостоятельно. Единственное, что, если только ошибки сбросить нужно будет из памяти блока управления двигателя. Ну а на сегодня все. Надеюсь, помог. И надеюсь, если у вас возникнет такая либо подобная неисправность, вас ни в коем случае не разведут. Ну а с вами был я, Алексей. Подписывайтесь, заходите в мой инстаграм, там тоже бывает интересно. На второй канал переезжает весь контент про микроавтобус, его доработки, его эксплуатацию и ремонт. И также все видео про Mercedes теперь будут выходить на втором канале Акер Механик кириллицей. Так что заходите, подписывайтесь, и кому интересна данная тема, все это смотрите именно там. Ну, а мы готовимся к новому сезону. Пока!